В Беларуси вновь продают отжатые квартиры у оппозиционеров. Россия увеличивает производство дронов, а в Сьерра-Леоне режим ЧС из-за наркоманов, которые штурмуют кладбища ради человеческих костей, из которых делают наркотики. Обо всем детальнее далее. В эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости к этому часу. Еще один город РФ уходит под воду. Началась эвакуация. В Оренбургской области тем временем заговорили о выходе из состава России. Извиняюсь, когда Крым присоединили, путепровод воды, а до нас нет. Че, Крыму надо отсоединиться? Речка отсоединим сейчас. В Китае после приезда Лаврова призвали остановить войну и начать переговоры между Москвой и Киевом. Надеемся на скорейшее прекращение огня. Защищайтесь сами. В Белгородской области фермеров заставят выполнять работу ПВО. Минобороны не может прикрыть небо. Поэтому сделать элементарную защиту в состоянии все. Привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Беспилотники атаковали авиаремонтный завод России, который находится в Борисоглебске. По данным издания РБК «Украина», это спецоперация украинской разведки. В ГУР заявили, что поражены основные производственные мощности. Изначально же были сообщения, что удар пришелся по учебному авиационному центру подготовки летного состава ВВС РФ. Центр находится на одной территории с ремонтным заводом. Одно из попаданий БПЛА зафиксировано на видео. Также видно, что ПВО пыталось сбить дрон, но, судя по всему, не удалось. Хотя в российском Минубийстве говорят, что сбили абсолютно все беспилотники, которые летали этой ночью на территории России. В ГУР за несколько часов до этой спецоперации напомнили, что в центре их внимания исключительно военные объекты РФ. Украина ведет сложную, тяжелую, драматическую, трагическую и кровавую и героическую освободительную войну против захватчиков и оккупантов. Но как бы ни было сложно, мы остаемся людьми и цивилизованной страной, и цивилизованным народом. Украина освобождает свои земли и воюет с захватчиками в военной форме. Мы не воюем с гражданскими, с детьми, с женщинами. Этим занимается именно путинский режим и путинские нацистские спецслужбы. Он начинал с этого свою военную карьеру, ну и, в общем-то, также ее и продолжает. Военно-политическую, преступную, можно по-разному ее называть. В России в очередной раз признали, что не могут справиться с налетом дронов. Несмотря на победные заявления Коношенкова о том, что все дроны сбиваются, ситуация на самом деле выглядит иначе. В той же Белгородской области фермерам предложили не только пахотными работами заниматься, а и переквалифицироваться и помочь войскам ПВО, или же ими стать, и самостоятельно обороняться от атак. Чтобы вы понимали, это не рекомендация, а обязанность, говорит губернатор Гладков. Требует спасаться от БПЛА сетками. Здесь совместным усилием мы должны с вами искать решение. Поэтому у нас получается всегда хорошо, с хорошим качеством только тогда, когда эти усилия, они совместные. Хозяйствующий субъект, муниципальная власть, региональная власть и федеральная. Поэтому здесь очень важно сейчас от субъектов быть готовым, правильно вы говорите, начиная от наличия свидетельств по окончании курсов оказания первой медицинской помощи, взаимодействия с силовиками по разминированию полей и, конечно, сейчас с учетом текущей сложной обстановки наличие противодроновых сеток на сельхозтехнике. Техника крайне дорогостоящая, поэтому сделать элементарную защиту в состоянии все. Уже к концу этого года оккупантам удастся изготовлять 87 дронов в день. Сейчас же собирают 30 шахедов в сутки. Такие данные о производственных мощностях РФ приводит немецкое издание Die Welt. Там также считают, что уже к концу 2024 года россияне изготовят 11 тысяч этих дронов «Камикадзе», несмотря на все санкции, которые введены против России. Кстати, в ночь на вторник 20 шахедами и ракетами кремлевская армия вновь била по Украине.
В Запорожье на момент записи видео известно о 4 погибших в результате прилета по промышленному объекту. Кроме того, дроны долетели и до Львовской области. Наши силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все вошедшие в воздушное пространство Львовской области беспилотники. К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар, его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения в нашей области работают в штатном режиме. Еще один город России может пойти на дно. В Кургане началась эвакуация людей из зон возможного затопления. Таких зон как минимум 5 в городе. Однако это пока 5. Ранее власти предупреждали о том, что под воду могут уйти целых 60 населенных пунктов и даже городской аэропорт. Тем временем появились спутниковые снимки Оренбургской области, которая уже несколько дней плавает из-за прорыва дамбы, строительство которой, я напомню, обошлось бюджету в 1 миллиард рублей. Интересно, но в понедельник вечером арчанам пообещали построить новую дамбу. Такое заявление сделал губернатор Оренбургской области во время встречи с инициативной группой. Еще самое главное, вы знаете, какой вопрос? Это очень хорошее самое. На следующий год выделить деньги. И просто потом, чтобы мы дамбу будет нам строить новую. Не отсыпать, не подсыпать. Это он сказал точно от себя. Что все деньги выделятся, все, и будет нам хорошая дамба. И еще о настроениях. Одни арчане радуются, что у них когда-то появится новая дамба. Другие же недовольны заявлениями главы МЧС, который продолжает разъезжать по региону. В интервью пропагандистам он заявил, что во многих проблемах виноваты сами арчане. Ситуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. И шуток нет, вы сами видите. Мы одного человека вот сейчас спасали около 30 минут. Это один человек. Эта ситуация может продлиться неделю. Вот они сидят, эти люди, вот сейчас в окнах. Что они будут есть? Есть. Воды нет, получается. Они могли спокойно сделать что-то временное, путепровод. Извиняюсь, когда Крым присоединили, провод, путепровод воды, а до нас нет. Что, Крыму надо отсоединиться? Речка, отсоединим сейчас. Всем помогаем, кроме себя, что нет. Непонятно почему, и будем до последнего молчать. Зато МЧС областное пишет, нам зато Оскар, все хорошо. Лавров отправился в Китай жаловаться, что Украина не хочет видеть Россию на саммите мира, который должен пройти в Швейцарии по запросу Киева. Не нравится ему, что не учитывается и игнорируется позиция Москвы, и вообще с Россией говорят в ультимативной форме. Известные 12 пунктов, которые Китай выдвинул в прошлом году, четко совершенно формулируют необходимость, во-первых, учитывать первопричины этого конфликта, и, во-вторых, в усилиях по урегулированию добиваться устранения этих причин, прежде всего в контексте обеспечения равной, неделимой безопасности, в том числе и в Европе, но и в целом в мире. А вот китайский глава МИД в энный раз повторил то, что все уже слышали. Ван И говорит о беспристрастности КНР, о том, что Пекин не подливает масло в огонь ни в одном горячем конфликте на планете. И опять же, войну России против Украины называет не войной, а кризисом, и повторяет о возможных переговорах между Москвой и Киевом. Надеемся на скорейшее прекращение огня. Китайская сторона поддерживает своевременный созыв международной конференции, которую одобряет и российская, и украинская сторона с равным участием всех сторон и честным осуждением всех вариантов мирного плана. В США же считают, что Китай не такой уж и непредвзятый, а наоборот активно помогает РФ. В Госдепе подтвердили обращение Блинкена к союзникам. Он говорил о невероятном беспокойстве Вашингтона. Мы действительно были обеспокоены поддержкой КНР для России в ее войне против Украины. И особенно обеспокоились в последние месяцы в связи с усилиями, которые помогают России восстановить ее военно-промышленную базу. По сути, они начали замещать торговлю с европейскими партнерами, которая прекратилась после вторжения в Украину и попала под санкции, и помогают поставлять компоненты, которые увеличивают способности России атаковать Украину. Лукашисты в очередной раз пытаются продать квартиру экс-кандидата в президенты Валерия Цыпкала. Трешку с паркоместом в Минске они вновь выставили на сайте интернет-аукциона. В феврале продать квадратные метры не удалось, тогда просто не было ни одного участника. Сейчас же ситуация изменилась. Тех, кто положил глаз на отжатое лукашистами имущество Цыпкала, уже трое.
Вероятно, что это связано с тем, что цену снизили на 72 тысячи рублей от той, которая была еще в феврале. Теперь стартовая цена 268 тысяч белорусских рублей. Это 82 тысячи долларов. Напомню, Цепкало покинул страну и заочно приговорен режимом к 17 годам тюрьмы. Так вот, когда прокуратура, когда швед ссылается, ну, понятно, не своими руками, а руками своих подчиненных, ссылается на какие-то процедуры, то я вот хотел бы узнать, как работает процедура возврата. Ты, швед, продаешь мою квартиру с большим дискаунтом и предлагаешь мне оспорить это решение. Как ты будешь это возвращать? Я не буду сейчас оспаривать это решение, это глупо просто. Хоть ты мне это и предлагаешь сделать. Это решение будет оспорено потом. Но то, что я хочу от тебя сейчас услышать, как в таких случаях у вас работает процедура возврата, когда туда заедет какая-нибудь семья, и которая сделает вид о том, что ой-ой-ой, а мы не знали, кому эта квартира принадлежит. Вот это вот ты мне эту процедуру еще расскажешь. Я еще сделаю запрос, и ты скажешь, какому количеству белорусов, у семей белорусов, преступников, рецидивистов, убийцев детей, людей, совершавших преступления с особой жестокостью, ты отбирал квартиру. В Западной Африке, в Сьерра-Леоне, уже несколько дней введен режим национального бедствия из-за наркотика, который сделан из человеческих костей. Он превращает людей в зомби. BBC сообщает, что речь идет о куше, который популярен в стране уже несколько лет. Один из ингредиентов наркотика – кости человека, поэтому властям пришлось усилить меры безопасности на кладбищах. Наркоманы охотятся за скелетами и буквально раскапывают могилы. Наша страна в настоящее время сталкивается с экзистенциальной угрозой из-за разрушительного воздействия наркотиков и токсикомании, особенно разрушительного синтетического наркотика куша. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.